Да-да, вы не ослышались. Привет, друзья! С вами Галя Карен, и сегодня я вам расскажу, какие праздники делают осень в Каталонии особенной. Здесь уличные фестивали соседствуют с домашними семейными праздниками. Огненные шествия соседствуют с музыкой в концертных залах, гастрономические фестивали с премьерами мирового уровня в области кино. Давайте пройдемся по календарю и вместе посмотрим, какие праздники делают осень особенной. Подписывайтесь на мой канал и приходите на мои живые экскурсии. Один из важных праздников сентября – это День каталонской независимости, национальный праздник Ла Диада. В этот день на улицу выходят люди с желто-красными флагами, много музыкантов, шествия и, конечно, строятся башни из живых людей. В 1714 году Каталония пала в войне за испанское наследство, поэтому этот день для Каталонии считается днем независимости и каталанской идентичности. Самый главный праздник сентября проходит с 21 по 24 число, и посвящен он Ла Мерсе, это покровительнице города Барселоны. В это время город превращается в одну сплошную концертную площадку. На больших улицах, на маленьких улицах проходят шоу, концертные программы, много музыкантов. Здесь также проходят шествия гигантских кукол, это очень интересно, танцы на улице. И самое смешное и интересное – это бегающие дьяволы, которые бегают с факелами и с маленькими фейерверками. Также здесь в это время очень много человеческих башен, кастельеров. Башни стали символом Каталонии. Более подробную программу, что проходит в эти дни, можно посмотреть на сайте мэрии. Кстати, Ла Мерсе не единственная покровительница города. О том, кто еще является покровителем города, я рассказываю на своих пешеходных экскурсиях. Еще один важный праздник осени – это Кальсатада. Да-да, вы не ослышались, мы все привыкли думать, что Кальсатада – это январь-февраль, но первый кальсоц созревает уже в сентябре. Кальсоц – это лук, длинные зеленые луковицы. Делают его так, его обжаривают до черной корочки, нужно потом поднять его над головой, съесть целиком, и к столу его подают соусом ромеско. Подробно об этом я рассказываю в своем ролике о каталонской кухне, ссылка в описании. Обычно это веселые застолья, смех, веселье, большие столы. Самый главный город, где проходит Кальсатада в это время, это Вальс. Но, в принципе, во всех городах Каталонии можно найти такие подобные застолья. Еще один важный праздник, он очень теплый, уютный и домашний, это Кастаняда. Проходит 31 октября. Праздник действительно домашний, символизирует уют. В это время улицы Каталонии наполняются каштанами. Это самый важный атрибут этого праздника. В киосочках продают маленькие миндальные пирожные, панелец, посыпанные сверху кедровыми орешками, и вино мускатель. Угощения готовят семьями. И этот праздник символизирует память об ушедших. Это каталонский ответ Хэллоуину. Вместо страшных костюмов атмосфера уюта, тепла и веселья. Хотя, конечно, Хэллоуин тоже уже присутствует на улицах Каталонии. Осень в Каталонии – это еще и праздники урожая. Так, например, в долине реки Эбра проходит праздник сбора риса – Феста де ла Сега. Крестьяне переодеваются в национальные костюмы, жнут рис серпами, перевозят на повозках, молотят, как это было в старинные времена. Все это сопровождается танцами, народной музыкой и, конечно же, блюдами из риса. И также каталонцы очень любят собирать грибы по осени и превращают это в целые грибные фестивали. Еще одно знаковое событие октября – это знаменитый Сиджес фильм-фестиваль. Это событие мирового масштаба. Здесь проходит показ фильмов ужасы, фантастика, авторское кино, экспериментальные жанры. То есть это фестиваль жанрового кино, который был основан в 1968 году. И сейчас это один из престижнейших фестивалей в мире
именно в этом жанре. Сюда съезжаются огромные толпы туристов. Почему? Потому что помимо того, что здесь проходят показы, и актеры и режиссеры предпочитают обязательно приехать на этот фестиваль, здесь проходят показы мод, также показ костюмов и множество вечеринок. Очень интересно, получается, хоррор проходит на территории моря и пальм. Выглядит это необыкновенно. И, наконец, праздник 22 ноября, День Святой Цицилии, покровительницы музыки. В этот день музыкальные выступления проходят везде, начиная от школьных хоров и духовых оркестров до выступлений в Палау де ла Мусика. В этот день музыканты благодарят свою покровительницу, это день вдохновения для них, а для горожан почувствовать богатое музыкальное наследие Каталонии. Каталонская осень – это калейдоскоп звуков, вкусов и образов. Культура в это время выходит из музеев, поселяется на улицах города, на кухнях, в концертных залах, среди фейерверков, в парках и просто среди гуляющих горожан. С вами Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии и жду вас в следующих видео. Пока-пока!